Когда Стефани вернулась на работу после рождения сына Ксавье, она заметила, что муж Сэм ведет себя иначе. Он стал отстраненным, коротко приветствовал ее и уходил в кабинет, а их вечера, когда они общались вместе, прекратились. Стефани начала тревожиться о том, как он проводит время с ребенком, особенно удивляясь, что игрушки Ксавье всегда аккуратно убраны. Не найдя понимания в разговоре с мужем, она решила установить скрытую камеру в гостиной, чтобы увидеть, что происходит, пока ее нет. Стефани и Сэм были вместе с колледжа, учились, женились, строили карьеру. После нескольких лет совместной жизни они решили завести ребенка. Стефани работала в крупной газете, а Сэм вел успешный бизнес из дома, что позволяло ему проводить много времени с будущим сыном. Беременность Стефани прошла гладко, и рождение Ксавье принесло семье огромную радость. Они оба брали отпуск, чтобы быть рядом с малышом, создавая любящую и заботливую атмосферу. Когда подошел конец декретного отпуска, Стефани хотела вернуться на работу, но также не хотела пропускать важные моменты с сыном. Они с мужем обсудили варианты и решили, что Стефани будет работать не полный день, а Сэм станет основным опекуном. Первые недели казались идеальными. Сэм встречал Стефани с улыбкой, а вечером они вместе ужинали и общались. Однако вскоре Стефани заметила, что Сэм стал больше времени проводить в своем офисе, исчезал на длительные часы, и их совместные вечера почти прекратились. Она стала переживать, что сын теряет отца, и что Сэм устал и перегружен. Не получив честных ответов при разговоре, она решила снять скрытую камеру, чтобы убедиться, что с Ксавье все в порядке. На записи Стефани увидела, что ее тревоги были напрасными. Сэм весь день играл с сыном, строил игрушки, купал его в бассейне, сочинял музыку на клавиатуре. Они смеялись вместе, и Сэм даже аккуратно убирал игрушки перед возвращением жены, чтобы дом оставался в порядке. Он вкладывал много энергии в то, чтобы каждый день был особенным для Ксавье, и после игр уходил работать. Стефани поняла, что ее беспокойство было вызвано отсутствием общения с мужем, а не проблемами в уходе за ребенком. Вернувшись домой и увидев привычное поведение Сэма, Стефани решила обсудить с ним свои наблюдения. Она извинилась за тайную съемку и объяснила, что слезы радости вызвало то, как он заботится о сыне. Сэм признался, что ему действительно было тяжело совмещать игры и работу, но он хотел проводить время с ребенком, не позволяя телевизору заменять родительскую заботу. После этого разговора они составили новый план. Сэм продолжит играть с Ксавье, но распределит рабочее время так, чтобы чувствовать себя менее истощенным. Они договорились быть более открытыми друг с другом и делиться своими чувствами, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. Позже они даже решили показать часть видео друзьям и семье, и оно стало вирусным, демонстрируя, каким заботливым отцом является Сэм. Это помогло ему почувствовать уверенность и поддержало в поиске баланса между работой и личной жизнью. Семья вновь обрела гармонию, вечера стали радостными, а трудный разговор сблизил супругов и сделал их сильнее как пару. Случай со скрытой камерой заставил Стефани задуматься о доверии, общении и взаимопомощи в семье. Она поняла, что иногда беспокойство может затмить рассудок, и что открытый разговор гораздо эффективнее тайных проверок. Их история показывает, как важны честность, поддержка и внимание к друг другу, особенно в первые годы совместной жизни с ребенком. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!